Сегодня мы вам расскажем, как мы жили 2 недели в лагере для беженцев, какие там были условия, как нас приняли, скажем так, ну и какие в целом наши впечатления от этого лагеря. Ну, сперва мы хотели бы вам немножко ответить на видео, которое мы выпустили в прошлый раз. Это наши ожидания и реальность приезда в Германию. Ну, во-первых, мы вообще-то очень благодарны этой стране, что она нас приняла. Я не знаю, почему там есть некоторые злые комментаторы, которые, скорее всего, никогда в жизни не переезжали в другую страну для жизни, никогда в жизни не видели войну, что они могут так зло писать. Это во-первых. А во-вторых, хотела бы сказать, много было, можно сказать, предъяв, почему вдруг мы планируем. Как вы думаете, почему мы планируем? Потому что это косвенно касается нашей жизни и тому, где мы будем жить. И когда есть количество стран, которые могут нас принять, и, естественно, мы будем планировать и выбирать, где нам будет лучше интегрироваться, где нам будет лучше жить, потому что мы и так, можно сказать, прожили в войне 3 года. И, естественно, когда ты хочешь переезжать в какую-то другую страну, которая принимает, которая прям дает тебе эти условия, которая сама тебя зовет, которая сама тебя принимает, естественно, мы будем планировать, потому что это высшая степень человеческой эволюции, планирования чего-то даже в критических условиях, даже в условиях войны ты готов и планировать свою будущую счастливую жизнь. И я считаю, что в этом нет ничего такого, чтобы как-то это обсуждать. Мы планируем еще для того, чтобы больше и лучше внедриться в это общество, а не ждать по 10 лет, по 5 лет. Мы планируем, мы учим язык, уже не посещая курсы, мы уже планируем учить язык, уже планируем, чем мы будем здесь заниматься, а не просто сели и сидим на шее у этого государства. Многие взъелись за слово, что мы что-то планируем вообще. Ребятки, отвечают на это в основном россияне. То, что типа на ваши налоги это кормится, так не надо было кое-кому нападать на Украину, и этого бы ничего не было. Мы бы жили у себя в стране спокойно. Так что, пожалуйста, вот эту ересь не нужно нести, что мы тут понаехали, типа того. Мы после 3 лет войны сюда приехали, а не в первые дни там или когда-либо. И то в первые дни люди полноценно имеют право приезжать так же само, потому что обстрелы, это небезопасно. Да, и мы сюда приехали не потому, что мы хотели какую-то халяву иметь, где-то жить. Мы сюда приехали, первая причина — это сбежать от войны. Вот, это самая главная причина — жить там, где нас принимают, где дают такую возможность нам жить, где дают возможность нам жить без войны и без прилетов, без ничего такого. И мы пользуемся этой возможностью. И мы, как я уже сказала, это делаем и планируем ради того, чтобы не жить на обеспечении, чтобы, да, первое время, естественно, тебе нужно это делать ради того, чтобы выучить язык, чтобы внедриться в эту систему и привыкнуть к этому. Но мы свободные люди, и мы не работали 5/2. Мы работали сами на себя очень долгое время. И поэтому мы планируем здесь платить налоги и быть полноценными гражданами этого общества, а не работать в черную. Да, и все, кто нас поддерживает, и все, кто нам написали хорошие комментарии, дали нам какие-то советы, всем спасибо большое. Но мы сейчас говорим, конечно, про наш собственный опыт, наш сегодняшний ролик про то, как нас принимали в первом лагере, где мы жили и где мы находились. Когда мы туда приехали, нам в другой части Германии дали билеты на поезд бесплатные. Мы приехали на поезде на такую огромную территорию, где было несколько зданий. Мы находились в здании, которое из модулей построено. В нем был один длинный коридор и 2 этажа. На каждый этаж по коридору.
У них были комнаты побольше и поменьше. Мы жили в одной из самых маленьких, в которой влазит 4 человека. 4 койки, это мы вдвоем и еще одна мама с сыном. Да. Ну, изначально мы немножко были в шоке, потому что как мы планировали жить у наших родственников, чтобы не занимать места, которым людям действительно необходимо, которые приехали на пустое место, и занимать места в этом лагере. Но я так поняла, что этот путь проходят все, и нам просто было необходимо жить там 2 недели. И, как Дима уже сказал, мы жили в таких Модульных домиках, да, где было 4 человека, маленькая комнатка, но я считаю, нам еще повезло, потому что в некоторых комнатах, как я уже спрашивала, жили по 6, по 8 людей. И я думаю, лучше жить в маленькой комнатке, где живет 4, чем где 8, 9, я не знаю, и 6. Мы когда только приехали туда с сумками, у нас проверили наш багаж. Ну, можно сказать так, проверили, чисто там открыли, но они просто видят, что мы адекватные люди, и мы не будем туда приносить там какие-то ножи, всякие взрывчатки и все такое. Все были с нами очень доброжелательными. Нам дали, можно сказать, такой пакетик на каждого сухпайок. Это там был сок, там было печенье, какие-то конфеты, консервы. То есть люди нас, ну, лично меня это удивило, потому что, знаешь, ну, когда вот такая доброта случается просто так, ну, ты немножко начинаешь удивляться этому всему, потому что у нас в Украине нужно выпрашивать это, а тут тебе прям как это само собой разумеется, что если вы приехали, вам нужно покушать, попить и что-то поделать. Нам дали эти большие сухпайки, нам дали огромные мешки с чистым бельем постельным и с матрасами, и оно действительно было чистое. Да, там было все новое, и нам еще выдали, естественно, мыло, там порошок, полотенце, то есть, по сути, все, что нужно для первого времени пребывания. И этого хватило даже больше, чем на лагерь. Ну, достаточно дали средств для проживания дальше. В этом модульном домике также были туалеты, также были стиральные комнаты со стиральными машинами и сушками, где мог каждый постираться, в принципе, когда угодно. Также там были душевые с умывальниками, в которых можно покупаться. Всегда есть горячая вода, всегда есть свет, розетки. В принципе, все цивильно. И вокруг во дворе там спортивная площадка, там есть футбольное поле, там можно поиграть в настольный теннис. Ну, куча детей, взрослых, подростков бегают, гуляют, играют. Это было лето, и очень было кайфово, потому что мы каждый день во что-то играли, гуляли, и нам было интересно среди таких же, как мы, беженцев. Мы жили как в каком-то гетто. Самый плюс огромный, что у нас был модульные домики вот такие, и там жили одни украинцы. Но было еще отдельное помещение, где жили сирийцы и с разных стран приехали. И мне кажется, это очень хорошее распределение того, что разные культуры и по-разному могут коммуницировать с друг другом, могут жить, потому что если бы мы просто вдвоем ни с кем не общались, ни с кем не дружили, не играли во все игры, мы бы, наверное, просто с ума сошли от ожидания. И, честно, когда ты посмотришь на нас, на украинцев, на беженцев и на сирийцев, видно, что разные культуры даже в какой-то гигиене, даже в каких-то элементарном выбрасывании мусора не привыкли распределять, но мы все равно знаем, что надо это выбросить, там надо покупаться, надо то. Они, наверное, их никто не учил, они там могли что-то с окна выкинуть, что-то там то выкинуть, и они были очень громкими. Ну, короче, это, честно, огромный плюс, что нас вот так вот отделили от них. Несмотря на это, мы все равно умудрялись с ними играть в волейбол, с ними играть во всякие игры, несмотря на то, что мы вообще не понимали друг друга, они даже английский не знали, какими-то жестами
мы могли общаться. Это, мне кажется, прикольно, даже когда ты в таких тяжелых временах, когда ты там сбежал от войны, что они, что мы, когда ты еще вообще в полном недоумении, что с тобой будет дальше, ты находишь вот эту вот крупиночку какой-то радости и начинаешь искать себе какое-то занятие полезное. Хватало чем заняться, и это было на самом деле интересное время, когда каждый день был активным. Вот что самое интересное, мы особо и не лежали в этих будочках, в кабинках. Там не было именно волейбольного поля, но мы из ворот футбольных сделали, по сути, сетку для волейбола и играли и дети, и взрослые. То есть мы не унижали никого, не делали природный отбор, играли всех, кто хотел. Я считаю, что там жить возможно и классно, классные условия для того, чтобы там жить неделю, вот этой какой-то... Там предоставляли бесплатную еду. Это тоже очень важно, особенно людям, которые приехали, у которых нету денег. Там действительно тебе давали завтрак, обед и ужин. Эта еда не такая, как мы себе привыкли видеть, потому что это же немцы, у них абсолютно другие какие-то Вкусовые предпочтения, Да, другое меню. они по-другому привыкли, но основное нам давали. Завтрак был очень ранний, с 7 до 9. Тяжеловато было рано вставать, но мы периодически вставали на завтрак, давали в основном булочки, молоко, нутеллу, в таких одноразовых порциях, может еще и яйцо вареное. То есть такой быстрый перекус, основанный в основном на булочках и каких-то гранулах, пластивцах, которые ты можешь с молоком смешать и покушать. В принципе, все вкусно, но если это в длинную брать, то Если ты надоедает. каждый день это кушаешь, то чуть-чуть надоедает, да. В обед давали нам то суп, то лазанью. Но в принципе суп это был просто бульон, там почти ничего не было. Просто бульончик плавал, и он всегда был максимально приправленный. Нам было тяжеловато его кушать, потому что, в принципе, везде было очень много приправы. Понятно, что мы к этому не привыкли, мы с этим смирялись, мы понимаем, что это их культура, и это нормально. Но переход этот был немного мучительным, потому что ты частично не наедаешься, потому что тяжело представить, что ты можешь просто бульоном и какой-то еще картошкой фри наесться в обед. Мы просто привыкли, знаете, как у нас там борщ, там второе, такие вот насыщенная еда. Они привыкли больше к таким булочкам, сыр, всегда у них был сыр, колбаса, и часто макароны, рис, вот они к этому привыкли. Это можно было кушать, действительно, там даже была вкусная еда, но у них есть вот эта вот приправа, которую они везде добавляют. У нас просто немножко разные вкусовые уже рецепторы, к которым мы привыкли, но в принципе это было возможно, мы наедались, часто еще нам давали консервы тунца, прям по 2 на каждого. Я думаю, это вообще классно. Дима 4 штуки мог за раз съесть. Там, Да. потому что там люди, которые с нами жили, не любили этот тунец, они нам отдавали. То есть, в принципе, ты мог наесться, но все-таки вот домашней еды, как мы привыкли, я уже ждала, честно, когда мы уже съедем, и я уже смогу сама что-то приготовить, наварить борща, наварить супа, потому что, все-таки я просто ее не могла есть. Это не потому, что мы вообще все с Димой едим. Мы всеядны, мы особо вообще не перебираем. Не перебираем вообще, но когда там я увидела там один салат был картофельный, я просто его ем, и у меня он обратно идет. Я не могла его, оказывается, есть. Оказывается, значит, я не всеядная. Просто я не привыкла к этому, как и все люди. В основном мы, в принципе, я не скажу, что голодали, мы и булочки с собой брали дополнительно.
Да, вот этот салат с картошкой и со свежим огурцом, луком и майонезом, да, он немножко такой, как будто уже переваренный и переработанный. Это просто не нашей культуры вкусовые предпочтения, это нормально абсолютно. В принципе, я слышал просто, что в других лагерях были свои кухни, где они могли готовить. У нас, к сожалению, такого не было. И нам, в принципе, не выдавали деньги на то, чтобы мы сами готовили. Да. Ну, они просто так решили, я тоже слышала, что кому-то и деньги выдавали там на первое время. Но, в принципе, даже если ты туда приезжаешь без денег, тебя там кормят, тебе выдают, как Дима сказал, этот пакет, там стиральный порошок, там 4 геля для душа, там дезик, бритвы, то есть салфетки, целый пакован туалетной бумаги, 6 рулонов. Это вообще очень круто. Это, естественно, мыльно-рыльные, это вообще респект им за то, что они это делают. Даже крем для рук, ну, такой какой-то, не знаю, для всего тела выдали. До сих пор у меня стоит. И действительно, когда у меня руки сохнут, я мажу им, это вообще очень классно. Так что спасибо большое людям, которые это делают. Там была доска с объявлениями, на которой выписывали списки тех, кого там на следующий день или через день будут отправлять уже в другие отели или лагеря постоянного пребывания своего рода. И мы каждый день туда ходили, 5 раз в день я смотрели. туда ходила, конечно, смотрела. Там можно было также набрать чистую воду. Там были такие автоматы специальные, в которых можно набрать кипяток и чистую воду питьевую. Мгм. Мы вот так и делали. В бутылке набирали воду, потому что мы пьем много воды. И это лето. Тебе не выдают посуду, чашку, потому что ты ж ешь в столовой, и мы купили себе одну чашку на двоих, чтобы чаечек какой-то заваривать, потому что мы заболели. Там был период, вы же находитесь как в одном помещении, там, я не знаю, сколько людей, наверное, 400, если не больше. Где-то вы находитесь, и каждый болеет. Опять к нам подошли люди, начали с нами разговаривать, сигарету попросили. Да, но мы не курим, и зажигалок у нас нет с собой. И когда вы находитесь много людей, вы же все болеете, какой-то вирус ходил, и вы переболеете все. Ну, и мы не без исключения. Мы начали, может, еще это повлияло адаптация, знаете, когда ты приезжаешь в новую страну, новый климат, и адаптируется твой организм, и мы заболели. Дима заболел, температура там 39, я заболела, температура 39. Так получается, что, слава богу, мы с собой взяли лекарства, потому что если бы мы с собой не взяли лекарства, там ты скорую вызвать, это вообще ее лучше не вызывать, потому что если ты не при смерти, не лежишь в обмороке, то это значит, ты не болеешь, это значит, тебе впаяют штраф, что ты вызвал скорую, а ты мог ее не вызывать. Но у меня почему-то сильно повышалась температура, и у меня было там 39,5, и я очень сильно испугалась. А еще такой человек мнительный, что мне надо что-то срочно принять, чтобы она опустилась, или я себя вот так накручиваю. И мы, короче, обратились к охранникам, чтобы узнать, как связаться с доктором или что нам вообще делать. У нее 39,5, а охранник такой идет к себе в кабинку, достает измеритель температуры внешний такой, который с лазером измеряется, вот так к колбу пристраивает, типа меряет температуру. И этот прибор измеряет температуру поверхностного окружения. И на лбу у нее была температура примерно 35. Он говорит, нет температуры, типа. Я говорю, а ничего, что 35 температура, это уже, ненормально. И ко второму обратились охраннику. Он уже другой подобный прибор достает, меряет так же само, это в другой точке лагеря. И примерно такая же ситуация, они как будто прикалываются своего рода. Я так поняла, что там просто какому-то одному человеку поручили купить лазерные градусники. И он, этот человек купил, и он вообще абсолютно не вникнул, для чего. Этим градусником, кто знает, нельзя мерять температуру человеческого тела. Оно показывает поверхность, оно не показывает, что внутри.
И, короче, и когда у меня 39,5, и мне меряют, у меня 35, себе меряют, у того тоже 35, тому меряют 34, и типа, да нет, у вас нет температуры. Для нас, меня аж это развеселило, Дима, это было тупо смешно. И они такие, нет, вы что, типа, мы еще взяли с собой ртутный градусник. Я не знаю, конечно, можно такое брать или нет. Пропустили, когда ехала с Украины, и я мерила температуру, и я показываю этот ртутный градусник. Они, наверное, никогда в жизни ртутный градусник не видели. Они так смотрят, думают, что это вообще такое. Я подышала воздухом на улице, а было холодно. И так, я так поняла, что я из-за холода немножко остыла, у меня начала температура понижаться. Скорую никто не вызвал, нам предоставили вариант, мы скорую не вызовем, или вы вызываете такси, едете в больницу. А денег, как вы поняли, на скорую у нас не было. И я думаю, ладно, будет 40, поедем. Но в итоге, слава богу, чуть-чуть начала опускаться, и мы пошли спать обратно. Да, и слава богу, оно уже не поднималось до таких градусов. Я такая думаю, класс. Я ж, короче, всю ночь меня колбасила, я спала до 10, я пошла в 10, никого уже не было. Был врач и секретарь. Я подхожу к секретарю, говорю, я больная, у меня температура, он идет к врачу, приходит, говорит, врач уже не принимает. Я говорю, у меня же температура, можно мне что-то как-то это, не знаю. И он такой, нет, все, врач уже не принимает, и я просто в шоке, иду, очень расстроенная. Я так поняла, что лучше приходите заранее, у них в стране в 8 утра, в 6 утра, я не знаю, потому что если ты придешь, даже если он работает до 11, а придешь в 10, тебя никто уже не примет. А это была пятница, и все, выходные никто не принимает. И все выходные, слава богу, что прошли, мы лечились чем могли, и слава богу, выходные прошли нормально. Можно, если так сказать, с температурой 38, что у меня, что у Димы. Но в понедельник я все равно пошла к врачу на 8 утра, и тогда у меня уже температура была 37, я еще ее сбивала, и я прихожу, а мне врач говорит, а что ты пришла, у тебя нет температуры? Я говорю, так у меня была температура, вот у меня кашель, насморк. Мне, слава богу, дали парацетамол бесплатно и спрей для носа. Я такая думаю, на этом спасибо, такая, и пошла, и мы сами лечились. Короче, вывод таков, что в Германии лучше вообще никогда не болеть. Вообще, если у тебя нету страховки, если у тебя нету вообще ничего, если ты тут никаких бумажек дополнительных, лучше вообще никогда не болеть, пить витамины и тепло одеваться. Короче, пока мы были в лагере, мы изведали округу, поездили в соседние города, в красивые места, с которых выйдут видео, где мы были, даже в лагере находясь. Потому что мы тогда уже приобрели Deutsche Ticket, потому что мы, в принципе, собирались жить у наших родственников. Мы приобрели этот билет, а если вы знаете, что по этому билету можно бесплатно ездить в основном на всех поездах, кроме скоростных. И мы думаем, что мы будем терять тут, сидеть, куковать, если мы можем на пару часов поехать, полазить где-то, посмотреть место. Конечно, может, нельзя так делать, но мы что, люди адекватные, мы знаем, мы ответственные за то, где мы находимся и что мы там вообще делать. Мы все-таки поездили, полазили, походили, и ничего с нами не случилось. Так что, да. Некоторые наши соседи, например, они очень удивились. А зачем? А куда вы? А для чего? А зачем? Многие люди не выезжали с лагеря особо никуда просто, а мы путешествовали. Вообще сам лагерь, он был огражден забором, и там по периметру была охрана. Она не по периметру стояла, но в принципе они обходы делали, и там был контрольно-пропускной пункт, через который нам пропуски нужны были, чтобы выйти и зайти. И вернуться откуда-то, например, если куда-то ездили, желательно до 11 ночи. То есть там записывают время, когда вы зашли и вышли.
То есть это уже как-то вас ограничивает. То есть уехать на несколько дней вряд ли у вас получится. И в целом они следили за безопасностью, потому что там, в вот этом здании, где были сирийцы, там и поножовщина была, ну, как и во многих общагах. Это огромные общаги, Да. то есть разные здания, в которых живут разные народы, в некоторых они смешиваются. То есть были все-таки там украинцы и в других зданиях, не только в нашем. Охранников было действительно много, и я считаю, что это вообще очень хорошо, потому что люди бывают разные, но они были очень доброжелательными, вообще не грубыми, очень милые, ну, как по мне. Они там что-то хихикали себе, но следили за порядком. Например, в 8 часов ты уже не должен был играть в мячик, потому что, ну, запрещали там детям, потому что люди хотят уже отдыхать и хотят уже, чтобы не было вот этого стука мячом. Вот, и они очень мило просили, все, закругляемся, идем домой, все. Ну, вообще ты их не боялся, ты просто понимал, что они просто выполняют свою работу, проверяют документы, следят за порядком, и чтобы ты не нарушал там какие-то правила их, и все. Такой вывод мы можем сказать, что вообще мы боялись очень сильно лагеря, ну, лично я, но бояться не нужно, потому что это все, через что проходят все. И тебе предоставляют хорошие условия, можно сказать. Ну, лично нам повезло, что у нас еще были более-менее хорошие условия. Единственное, что было немножко тяжело в том, что ты находишься просто, знаешь, как между небом и землей. Ты пока не понимаешь, что с тобой происходит, когда ты уже появишься на той доске, чтобы тебя уже куда-то привезли. И что тебе вообще делать? Вот это было сложно, но если ты не сам, если ты найдешь общий язык с другими, будешь общаться, коммуницировать, то тебе вот это время, проведенное в этом лагере, пройдет и легче, и дружнее, и быстрее. Вот за счет спорта, за счет активностей там реально было весело. И я вспоминаю это как хорошее время. Хотя изначально, когда мы туда попали, мы были очень расстроены, потому что там все-таки были условия такого, ну, немножко хуже, чем общажного типа. Ну, люди ж там временно живут, а не постоянно. И у тебя твоих вещей, которыми ты привык пользоваться, особо не будет, потому что и места для них нет, шкафчики очень маленькие. У вас есть, по сути, один общий стол в комнате, 2 стула на 4, 2 шкафчика небольших, ну и 4 койки, все. То есть, по сути, сильно там не разгуляешься. Хотя у многих людей в больших комнатах, там где по 8 человек было, там у них и сумки гигантские, и чего только у них не было, и даже бытовая техника у них была. Но мы не хотели задерживаться и таскать вот это все с собой. Поэтому мы знали, что это промежной пункт. Да, то есть для вот такого промежного пункта это вообще классно. Вот такой вот наш опыт посещения лагеря. Кому-то хуже попалось, кому-то лучше. Нам вот так вот попалось. И мы, честно, да, нету никаких прям супер негативных отзывов вообще. Так что я, наоборот, была удивлена в некотором плане какой-то добротой. И я вот звонила даже своим там родителям и рассказывала, вот нам дали то, и моя мама была в шоке, как они дают все условия, там, шампуни, я не знаю, гели, чтобы мы чувствовали себя по-божески. Кормят, в принципе, неплохо, просто вкусовые предпочтения у нас совсем другие. И примерно половина людей из тех, кого мы знаем, ну, неделю, может 10 дней были. Мы были больше чуть-чуть 2 недель, и мы, ну, с нетерпением ждали, когда нас отправят. Но с другой стороны у нас был страх, потому что мы были наслышаны, что кого-то отправляли в какие-то конюшни, чуть ли не сараи, кого-то в нормальные отели, ну, всех по-разному. И поэтому мы хотели попасть в более-менее нормальные условия. Так что я вам хочу сказать, что если вы планируете ехать в Германию, не стоит бояться, стоит просто это принять. Принять, что тут может быть не так все быстро, как вам хотелось. Тебя могут распределить
куда, непонятно куда, это просто нужно с этим смириться и понять, что это только начальный твой уровень, и что тут не так плохо, как кажется. Мне казалось, что капец, а на самом деле было хорошо. И главное, научиться находить какие-то плюсы в том, что ты сейчас находишься именно там, плюсы, что у нас был городочек, где были какие-то горы, какие-то плюсы нужно иметь. Вообще, я считаю, почему мы выбрали Германию, потому что тут нам нравится. Тут и живописно, да, есть какие-то не то, как мы привыкли, но все равно люди больше хороших, чем плохих. Больше тебе идут навстречу, помогают. Да, есть какие-то свои, везде есть такие злые люди, но все равно. Всем спасибо за просмотр. Если есть еще вопросы, можете оставлять и в комментариях. Мы отвечаем почти на все адекватные комментарии. И на неадекватные тоже отвечаем, конечно. Но почему-то адекватных комментариев от силы 20%. Ставьте палец вверх, оставайтесь с нами. У нас еще много приятных, теплых видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачного дня, пока. Пока.